Всем привет! Меня зовут Мэри Трофимова, и я выпускница этой школы UWC Diligent 2025 года. Мне очень хотелось все мои знания и любовь в этой школе собрать в таком маленьком туре для вас и просто рассказать и позволить вам тоже почувствовать себя прямо-таки гостем, но только не вживую здесь, а через интернет. Почему об этом рассказываю я? Привет, это Мэри с монтажа, и я здесь буду периодически появляться, не пугайтесь, потому что записанное аудио не всегда такое уж хорошее. Отвечаю на вопрос, потому что за последние 2 года я провела около 10 туров самым разным группам и людям, от Skyeng до Газпрома, и поэтому я думаю, что мне есть чем с вами поделиться. Сегодня я вам проведу по всему учебному заведению, спортивному и даже бонус по резиденциям, хотя обычным гостям это недоступно. Так что такие вот особенные вы у нас сегодня гости. Пойдемте вовнутрь и давайте начинать. Ну, а начнем мы на ресепшене. Вообще, UWC Diligent – это одна из 18 школ движения UWC, но первая из них расположена на постсоветском пространстве, в Армении, в городе Дилижан. Она была открыта 10 лет назад, и основателями являются Вероника Занабен и Рубен Варданян, а также их друзья, партнеры и все сочувствующие UWC миссии. Мы принимаем около 220 ребят из более чем 80 стран. Это одна из самых мультикультурных UWC школ. И в год выпускаем чуть больше 100 учеников. От примерно 16 до 17-18 лет школьники приходят сюда, когда начинают свой первый год обучения. Школа поддерживает не только разнообразие в плане страны, из которых они набирают студентов, но также в плане экономического бэкграунда. Таким образом, примерно 3 студентов находятся на полной стипендии, то есть не платят ничего за обучение здесь, а еще 3 на частичный. Это все возможно благодаря щедрой поддержке доноров и, собственно, нашей школы. Первая школа UWC была открыта в Великобритании, в Атлантике, в 1962 году и была названа The Times самым захватывающим экспериментом образования со времен Второй мировой войны. Первоначальная идея принадлежала пионеру образования Курту Хану. По сути, UWC – это глобальное движение, которое делает образование силой объединяющих людей, нации, культуры ради мира и устойчивого будущего. Прямо позади меня стена с нашими ценностями. Вы можете их сами прочитать, но вот некоторые из них это... Как же я люблю, когда аудио плохо записывается, но вот они, слева направо. Международное и межкультурное взаимопонимание, празднование различий, личная ответственность и честность, взаимная ответственность и уважение друг к другу, сострадание и служение, то есть волонтерство, уважение к окружающей среде, личный вызов, действие и личный пример. И самое любимое нашего текущего директора – sense of idealism. Чувство идеализма. Это же так по-русски называется. Пойдемте дальше. Вообще в UWC есть 2 способа поступить: через национальные комитеты и через глобальный отбор. Основное различие в них – это то, что через национальные комитеты больше конкурс и, возможно, получение стипендий. Полной, частичной, need-based стипендии, то бишь она определяется не на том, насколько вы крутые. Они сначала выбирают всех крутых ребяток, тех, кто пройдут в UWC, а потом определяют стипендии. По крайней мере, так работает в российском национальном отборе. А через глобальный вы сами выбираете школу, куда вы пойдете, но также и вы будете готовы платить полную стоимость, что довольно прилично. Например, в UWC Diligent стоимость за год 80 тысяч. За 2. За 2 года $80 тысяч. Вот. Теперь давайте пройдем в сердце нашей школы, в атриуме. Здесь начинается наша неделя, здесь проходят многие мероприятия, активности. И хотя сейчас ученики учатся, поэтому здесь немножечко пусто, поверьте, на собраниях они кишат людьми, и все просто сидят везде. Я не умею говорить по-русски. Я тоже. Вот, собственно, фиолетовый атриум, у нас все из зеленый. Здесь проходят и понедельничные собрания, и Global Issues Forum, где мы обсуждаем проблемы, которые какие-то глобальные в нашем мире, там,
связанные с политикой или с распределением ресурсов. Здесь проходят по пятницам иногда музыкальные выступления, когда студенты просто выходят и играют на барабанах, или поют, или танцуют вместе и исполняют караоке. И еще очень важное, в них же проходят наши региональные вечера. Это одни из самых веселых мероприятий в школе, всего их 6 в течение года, когда студенты собираются вместе и придумывают выступления о своей стране, чтобы показать культуру, какие-то танцы, песни или рассказать о каких-то важных вещах, связанных со страной, другим студентам. А теперь давайте пойдем дальше. Может быть, нам удастся заглянуть в какой-нибудь из классов или лабораторий, может быть, нет. Посмотрим и будем двигаться уже по второму этажу. Мы пришли в место на втором этаже, где все эти двери — это лаборатории. Потому что я хочу рассказать вам побольше о нашей программе обучения IBDP, в которой мы учимся. И я думаю, лаборатория — это один из самых лучших примеров показать, насколько практикоориентированное это обучение и в целом веселое и интерактивное. Вообще, это довольно тяжелая, двухгодичная образовательная программа для студентов в возрасте от 16 до 19 лет. Студенты выбирают предметы сами. Это очень важный аспект, потому что таким образом я могу самой себе выбрать, что я дальше, сфокусироваться на том, что я хочу дальше в жизни изучать и развиваться в каких сферах. Но нельзя изучать только гуманитарные, например, науки и вообще не брать просто науки вроде физики, биологии или забыть про математику. Есть 6 групп предметов. Это языки, изучение языков, математика, естественные науки, гуманитарные науки и искусство. В каждой из этих групп студент выбирает по одному предмету. Например, в этих лабораториях происходит изучение наук, таких как физика, биология, химия и ИСС, что-то вроде экологии. По-моему, я все назвала, да? Компьютер сайенс у нас вон там. Да, Samsung, мы любим Samsung. А сейчас я на секундочку передам камеру нашему оператору Азалии, потому что сама не изучаю физику, и этот кабинет сейчас закрыт, потому что мой учитель ушел, наверное, уже отдыхать. А Азалия расскажет нам о безлактозном молоке, и я не знаю, о чем еще. В целом, я беру биологию и физику, и у нас, правда, очень прикладное обучение наукам. В какую сторону мы идем? А в какой кабинет ты хочешь идти? Давай в это. Хорошо. Там просто как раз-таки сейчас студенты делают свои исследовательские работы. В курсе изучения предметов мы должны написать исследовательскую по почти каждому предмету. На биологии мы делали безлактозное молоко, изучали, как температура влияет на активность ферментов или как разные факторы влияют на фотосинтезис. И все это мы делали благодаря экспериментам. Вообще у нас очень много разного оборудования для всех наук. Для физики у них много разных химикатов, насколько я знаю, но я не беру химию. Для физики, когда мне нужно было проводить эксперимент с, киданием тарелок, школа мне придумала, как купить тарелки, чтобы кидать их. Не керамические, пластиковые. Но в итоге я выяснила, что закон buoyancy, сопротивление воздуха работает. Правда. Вот. Ну, чтобы сделать лактозное молоко, мы использовали энзимы, мы иммобилизировали лактазу, и иммобилизированная лактаза, через нее мы пропускали молоко, и вся лактоза в молоке оставалась там, привязанная к лактазе. А вот и наш. Это супер эксклюзив сейчас был от Азалии. Спасибо большое за прямое включение. Пожалуйста, пожалуйста. И спасибо за то, что снимаете этот блог, точнее тур. Мы пройдем к библиотеке. Но до того, как мы туда прямо зайдем, я еще хочу остановиться и показать вам одну важную вещь, благодаря которой я здесь оказалась. Перед тем, как пойти в библиотеку, я хочу акцентировать внимание на наших board members, то есть управление школы, и вообще на концепте филантропии, которая идет рука об руку с движением UWC. Помните, я говорила, что 3 студентов находятся на полной стипендии и не платят ничего за обучение?
и еще треть на частичный, что тоже довольно щедро. Вот начиная с этих людей и продолжая еще многими донорами нашей школы, это становится возможным. Существует такой миф, который часто спрашивают меня на турах, а вас спонсирует Великобритания, это правда? Потому что первая BBC зародилась именно там. Ну, так вот, нет. Нас спонсируют они и все эти миллиардеры и филантропы, которые решают просто оплачивать обучение некоторым ребятам в нашей школе. Таким образом, например, из России практически каждый год около 5 студентов отправляют сюда на полную стипендию. Вот он, простой пример. Но филантропия не заканчивается на оплате обучения студентов. С этой школой связано многое количество благотворительных проектов, например, как Аврора, награда Аврора, это гуманитарная инициатива, основанная Рубен, как и множество других проектов и в Дилижане, и в Армении, и в России. И в стенах нашей школы также, например, библиотека. Вартан Григорян являлся просто спонсором этой библиотеки и пожертвовал огромное количество книг сюда. Другая семья пожертвовала деньги, чтобы сделать школу доступной для колясочников, людей с инвалидностью. И множество других примеров, о которых я просто сейчас не буду перечислять, потому что их слишком много. Пойдем в библиотеку. А мы с вами уже оказались в библиотеке, и здесь я тоже не записывала аудио, поэтому слушайте мой прекрасный голос. Тут я сейчас похвастаюсь вам технологией, которую нам приобрели на 10-й день рождения школы. Она включает в себя всех студентов-выпускников из каждой страны. Вот, например, я показываю 2 самые популярные страны конкретно в Дилижане. Очевидно, Армения, а на втором месте Россия. И теперь я могу открыть всех своих предшественников, которые поступали через Национальный комитет и глобальный отбор в Дилижане. А также на стенах висят их портреты, все до единого, вплоть до моих второгодок. К сожалению, на большее места не хватило, так и появилась идея для этой электронной таблицы. А теперь мы с вами пойдем вокруг библиотеки. Вообще, в стенах школы, я уверена, вы уже заметили искусство. Всякие работы, картины висят повсюду. Это все работа студентов, в том числе и моя работа. Вот, кругленькая, висит. Также компьютеры можно использовать, они тоже подарок одного из доноров. К сожалению, немножечко медленный, но в целом для работы подходит. К слову, в этом здании обучаются не только UWC студенты. У нас также есть Diligent International School, что является школой для обучения детей с самого младшего возраста и до 16 лет. Они учатся по аккредитованной программе кембриджской. И также, в общем-то, в этом здании, в нашей библиотеке, теперь у них проходят занятия и классы. А прямо сейчас, вот буквально сегодня я увидела, что у DIS Kids, у детишек, получилась своя первая выставка. Это впервые, когда я вижу такое в школе. Они также занимаются искусством и другими предметами. В DIS обучаются более 70 учеников, 9 национальностей и 16 штатных и внештатных сотрудников из 9 разных стран. Изначально это начиналось как просто мини-школа для детей, преподавателей школы, учителей школы, а потом она разрослась и стала гораздо больше, чем какая-то локальная школа, и стала действительно международной школой в Армении. И продолжая тему искусства, я хочу пригласить вас в студию Visual Arts в нашей школе. Это одно из моих любимых мест. Я сама являюсь студентом Visual Art, что является одним из предметов в группе предметов искусства. У нас их всего 2 – театр и Visual Arts. Visual Arts – это не только про рисование Visual Arts, это и про керамику, это и про фотографию, это про все, что угодно, что связано с изображением и созданием чего-то визуального. Хотя искусство субъективно, за него есть оценки. Вот, например, сейчас мы видим выставки студентов 1-го года. Наши второгодок выставки уже прошли, это всегда очень большое событие в школе, но это тоже было довольно прилично. Я так прекрасно говорю, отличники будете. Ладно, я это вырежу как-нибудь.
Я думаю, одна из причин, почему студенты в этой школе в каком-то смысле такие успешные и смелые в самовыражении, это поддержка школы материалов, любых. Например, здесь у нас есть персональные рабочие места, здесь у нас есть практически неограниченный доступ к материалам, а если нам что-то еще нужно больше, школа готова купить. И это не только про искусство, это и про статьи для наших исследований, это про какие-то вещи, там, тарелки для эксперимента по физике, это возможность сделать что-то своими руками в студии, мастерской в школе. И мне кажется, это очень здорово. Мне кажется, это то, что действительно вдохновляет воображение и позволяет очень красивым вещам случиться в этом месте. Пойдемте теперь потихонечку на улицу. Еще упомяну наше примерное расписание, как мы вообще живем в этой школе. И посмотрим на спортивный корпус. И в конце, наконец-то, на нашей резиденции. Как вообще проходит обычный будний день студента UWC Дилижан? В условные 7:30 утра подъем, ты встаешь с кровати, ты собираешься, ты идешь на завтрак. Кафетерия, столовая, по сути, открыта 3 раза в день, на завтрак, обед и ужин. Также есть перекусы в течение дня, какие-то снеки приносят определенные локации. К 8:30 утра мы приходим в школу, здесь примерно 100-150 метров от резиденции, так что за минут 5-10 все доходят. Потом происходит первый урок, другой урок, перекус, на снеки 20-минутный перерыв. Потом обеденный перерыв происходит где-то в 12:10. В 1:30 начинается вторая половина дня с уроками. Это может быть 1 урок, это может быть 2 урока, поскольку все берут разные предметы, расписание у всех немножко разное. И бывают свободные периоды в течение учебного дня. Бывает, что он раньше заканчивается или позже. Но максимум того, сколько вы можете остаться в школе, это до 4 часов. Не значит, что у вас заканчивается день и занятия в 4 вообще. Это может быть кружки, кассы, так называемые обязательные кружки, по сути. Это может быть креативный, спорт или сервис, обязательная часть обед-программы. Например, по понедельникам в 5:15 у меня обязательный кружок бега. Я забыла, какие еще. А по субботам у меня кружок сервиса. Я уезжаю в местный воркшоп, в местную мастерскую и провожу мастер-классы с ребятами. В качестве альтернативы можно делать уроки. Студенты делают уроки в течение дня, в течение ночи. Sleeping habits у нас проблемные немножечко в школе. Ужин с 6:30 до 8. И, наконец, каждый студент по будням проходит так называемый check-in, то есть регистрацию на ресепшенах в резиденциях, куда мы еще дойдем, до 10 вечера. По выходным, по пятнице и субботе до 11. И вот и все. А после этого ты идешь в свою комнатку и спишь, или предпочитаешь это время общениями в общих пространствах, где можно просто сидеть, общаться с ребятами, учиться и отдыхать. Потому что по вечерам после чекина нельзя заходить в комнаты друг к другу. Благодарю. Еще забыла сказать, что студенты могут выходить за школу, за ворота, до школы с 6:30 утра до 8 и после школы, то бишь после 4 часов. Ну и по выходным практически весь день, за исключением ночи. Пойдемте в спортивный комплекс. Там сейчас закончен последний экзамен по математике, буквально пару часов назад. Я, кстати, тоже закончила все свои экзамены. И есть такая забавная традиция, вот это вот фонтан. В общем, когда студент заканчивает все свои финальные экзамены, нужно зайти в фонтан и искупаться. Еще забавный факт, когда я закончила все свои экзамены, он был выключен, поэтому я так и не искупалась, только разве что умылась в другой день. Ну да, если вдруг вы окажетесь здесь
и успешно закончите 2 года. Пожалуйста, приглашаю вас сейчас все в этой традиции. Судя по всему, сейчас здесь жестко готовится к выпускному. В общем, вот у нас тут проходят экзамены, и в более обычное время здесь все спортивное поле, то есть детишки играют в волейбол, в бадминтон, куча всякого снаряжения. А это, как в нашей школе есть бассейн, и здесь определенные часы, когда можно плавать студентам, другие часы для преподавателей и также для местного комьюнити, то бишь обычные дети из Дилижана тоже приходят и плавают. Вот особенно эта женщина, которая нас снимает, тоже очень любит это. Отсюда открывается просто замечательный вид на резиденции, поэтому, мне кажется, самое время просто пару слов вставить об архитектуре этой школы. 10 лет назад архитектор Тим Флинн закончил строительство этого места. Многое здесь вдохновлено традиционной армянской архитектурой в Дилижане, а конкретно малаканскими зданиями, деревьями, например, балкончики, вот эти камни красные, армянский туф. И вообще очень много такого мотива национального здесь. Но, с другой стороны, также очень современное, модернистское здание, учебное и спортивное, и столовое. Кстати, столовую наш шведский стол 3 раза в день и вообще считается одной из лучших среди других EWC. Живут практически все студенты на кампусе, в комнатах по 4 или 2 человека. И еще одна особенность, связанная с проживанием вместе с другими студентами, то, что нас стараются миксовать по странам. То есть не бывает такого, чтобы 2 студента из Армении вместе жили в одной комнате. Несмотря на то, что они составляют примерно 1/5 всего населения школы, что самый большой процент среди всех, никогда не может быть такого, потому что хотят, чтобы общались на разных языках, узнавали культуру друг друга и таким образом foster intercultural understanding. Добро пожаловать в тур по резиденциям, и мы покажем вам Mountainside, корпус, существует еще Riverside, но они идентичны по архитектуре и по функционалу. Начинаем с 1-го этажа, и мы проходим ресепшн, на нем происходит чек-ин по вечерам, а также 24/7 кто-нибудь доиграет в пинг-понг. Теперь мы идем в общую комнату. Таких есть на каждом этаже, на 1-м, 2-м и 3-м. Здесь можно просто сидеть, социализироваться, иногда учиться и просто заниматься своими делами. Это общее пространство, и его можно просто использовать в любое время. А теперь пойдемте в комнату для стирки вещей. И в Mountainside, и в Riverside есть такая. И бесплатно можно пользоваться стиральными машинами, только что разве купить средства для стирки. Также можно воспользоваться утюжками. Ну, к слову, сейчас немножко грязнее, чем обычно эти комнаты. Это потому, что студенты уже выселяются и оставляют за собой некоторые вещи, обычно более ухоженно. А это студенческое кафе. Здесь просто можно хорошо проводить время, общаться. Обычно работает по вечерам некоторые будни. Это студенческая инициатива. Это наша столовая, такая красивая, зеленая. Внутри бывает вкусная еда. Что ж, пойдемте теперь посмотреть на комнаты, где живут студенты. Мы покажем 4-местную комнату и так называемый flat, то есть комната, где 2 и 2 человека, с общей ванной на 4 получается. А у 4-местных ванная на коридор. Так вот, 4-комнатная комната. У каждого есть свой уголок и определенное количество личного пространства. Обычно те, которые ближе к окнам, достаются второгодкам, ну просто по праву старшинства. Можно кастомизировать и декорировать комнату с помощью досок для пинов и, в общем-то, малярный скотч вам в помощь.
Также важно отметить, что обычно коридоры тоже более праздничные, чем сейчас, потому что ребята уже просто сняли все свои декорации и упаковали их на лето. В ванных в таких коридорах есть 4 душа и ванная комната, она закрывается на замочек. Там очень классно, кстати, красить волосы, я рекомендую, прямо на этом стульчике, по-моему. А теперь пойдем посмотрим на флэты. Та же самая история. Угол, который ближе к окну, обычно достается старшим в комнате. Ну, просто потому что больше личного пространства. У каждого студента есть лампа, розетки доступные, так что с этим проблем быть не должно. А теперь мы отправляемся в Common Room MS2, то есть второй этаж, общее пространство, одна из самых больших, поэтому часто используется для празднования дней рождения и полных. Также есть по 2 кухоньки в МС и в РС. Аккуратно скажу, что иногда на них можно что-то приготовить вкусненькое, а иногда нельзя. Ну и холодильники тоже пахнут. А это Study Room или Quiet Room, то бишь тихая комната для учебы, где ребята, логично, учатся. Ну, как вы можете представить, в 16 лет уехать за 1000 километров от дома, абсолютно одному, жить в новом месте, говорить, возможно, на новом языке, это стрессово. Стрессово, какое прекрасное слово. Это большой стресс, поэтому, конечно, и проблемы homesickness, то бишь тоски по дому, и вообще психологические проблемы — это серьезная забота школы. Поэтому у нас есть разные системы поддержки, начиная от школьного АК-психолога, по сути просто взрослого, который обучен психологически тебя поддерживать, хотя не имеет таких полномочий, как психолог, психиатр. Но что еще более приятно и мило, такие системы, как слушатели-сверстники, это ребята, обученные поддерживать тебя, к которым ты можешь обратиться, и они будут обязаны сохранить свою проблему анонимно, никому о ней не рассказывать, и просто быть здесь рядом и помочь тебе справиться с какой-то ситуацией. Поэтому, наверное, это одна из причин, почему в течение этих 2 лет я даже в какие-то тяжелые моменты чувствовала себя поддержанной в этой школе и не оставленной в одиночестве одной со своими проблемами. И даже без этих систем поддержки всего 200 человек студентов и, скажем, еще около 100 учителей и стаф-мемберов. Честно, мне кажется, мы одна большая семья. Кто-то из нас очень хорошо нравится друг другу, кто-то не очень, но мы все друг друга знаем, и такой как большой организм. И это довольно удивительно, потому что, приехав сюда из большого города, где все-таки нету такого ощущения пузыря, это совсем другой опыт, но это определенно то, через что мне очень понравилось пройти в последние 2 года. Ну что же, наш тур подошел к концу, и обычно в этот момент гости начинают спрашивать свои вопросы, и я уверена, они у вас тоже остались,
И поэтому я вас приглашаю в комментарии или прямо ко мне в личные сообщения. Также, если хотите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я поступила в архитектурное направление в Америку и буду дальше рассказывать об этом уже опыте, как бы новые ступени после WC. Я очень рада, что вы проявили интерес к этому туру. И надеюсь, вам понравилось. Дайте мне знать, что вы думаете. И если кто-то захочет поступать в какой ли год вы не смотрите это видео. До скорой встречи. Пока-пока. Sense of idealism.